Всем здравствуйте! Решили мы прокатиться. Давно я не катался на 1.8. И сегодня должны были покататься против Lexus из 300, который на 245 сил. Но будем кататься против вот этого Forester SJG 280 сил. А Lexus, наверное, в другой раз приедет, точно не знаю. Сегодня он не смог. Пока катимся по мосту на круизе. Так, впереди меня тачка едет. Круиз работает до 60 км. Я круиз использую, когда по мостам качусь. Потому что на мостах висят камеры. И на мосту можно там влево-вправо посмотреть. Круиз на мосту — это прям такая очень хорошая вещь. Вот, кстати, машина впереди меня едет. Он ее тут рисует. И показывает, что он ее в цель взял. Проекция прикольная. Анимация. И вот она, сама тачка. Вот так это все и работает. На 60 км в час катимся не спеша, скоро доедем и покатаемся. В общем, посмотрим, кто кого. 280-сильный SJG или более свежий, но 177 сил SK5 1.8. Сегодня мы оба на 98-м бензине. SJG на 98-м бензине едет нестабильно. Максимальных значений под 6.5 вряд ли получится. Ну а Forester SK5 я на 98-м не замерял. Один раз что-то было. Я не помню результаты. Мне показалось, что такие же результаты, как на 100-м бензине. Те видео, которые я снимал, там был везде 100-й бензин. Замеров SK5. Сегодня посмотрим, что получится. Обе машины на 98-м бензине. Так, просто в S-режиме. Он чуть проспал. Но догоняет. 140. 280 лошадей все-таки быстрее. 160. Ну вот выровняли 160. Дальше все тормозит. 120 где-то он стал догонять. Это было просто с места. Он чуть-чуть зазевался. СКшный форик довольно-таки резво уехал. И потом где-то на сотке он начал догонять. Все-таки 280 сил где-то. А ты проспал, да, старт? Ты старт проспал? Да. Сейчас давай, не делай. Ближе стоял. Ближе стоял. Ну не ближе стоял, просто этот с места чуть-чуть резче. Именно вот момент толчка старта, когда переносишь ногу с педали тормоза на газ. Этот быстрее реагирует на вот эти вот все изменения, нажатие акселератора. А SJG, он немного тупит. Там есть такой момент, когда вот жмешь и ничего не происходит. Сейчас вот этот момент было видно очень хорошо. То есть он чуть-чуть зазевался. И еще вот этот, так скажем, косячок SJG. А SK5, он, ну, пока свежая машина, он очень довольно-таки долго не думает на месте. Но сейчас все должно быть по-другому. Камеру мы установили именно так, что он должен быть впереди. Так как все-таки там 280 сил. У него в баке, насколько я знаю, 10 литров, 10-15. Но в баке 20. В S-режиме там или в каком ты едешь? Ну я в S, да. Ну я тоже в S. Так, S-режим выключили. Готов? Взяла. 60. 110. Ну вот, в общем,
280 лошадей в SJG на скоростях за 100, так скажем, проявляют себя. А на скоростях до 100 SJG не всегда способен быстро ехать, так скажем. Что скажешь? Опять проспал. Сейчас лучше поехал. Да. Так. Опять проспал. Но это как бы не наши проблемы. 0-100, 7,8. 98 бензин. С одной педалью. Что скажешь? Сейчас лучше поехал. А Я ты- там педальку там не достал уже, а 95 там в курсе реально лучше едет. Да. Да. Ну этот вообще, мне кажется, с места прям нормально едет. Сразу, когда вот сразу. А потом где-то на 100 ты догоняешь прям резво. Сейчас Да, сейчас в тот раз я после 100 начал тебя обгонять. Ну, потому что ты там быстрее тронулся. А сейчас до 100 я тебя уже начал обгонять. Где-то на 90. Ну, возможно. Приближаться начал. А можно еще с 2 педалей попробовать. Да. Опять так же в S-режиме. А потом можно спортшарп тебе включить. Что, спортшар включить? Да. Ну, короче, у них нифига это. Так вот. Она там не рулится, взлетит Да, сейчас. она от вообще не рулится. потока воздуха сейчас взлетит. Капсула несется. Я особо не замерял, но вот показания он все равно считывает какие-то. 7,8 у меня получилось с одной педали. А на сотом бензине примерно так же было, 7,6. А сейчас на 98-м 7,8. С 2 педалей, наверное, 7,5 будет на 98-м. У меня, наверное, 7,5 получается на 98-м. А на 100-м, ну, наверное, 6,8 там, может. По идее, 6,5 должен, да, ехать? Да, С одной педали. да. На сотом, да, а на 98-м надо прям постараться, чтобы он 6,5 поехал. Не, на 98-м там 6,8, там что-то такое. Не, ну у меня бывалось 6,5. 6,4, а 6,36 как-то было на сером. Ну, это бывало там. Это в том Из- месте, здесь из- нет. Из там 10 заездов. Не, ну на 98-м меньше 7-то можно выжить. Не, ну можно, да. 6,8, я говорю, у меня вот стабильно он, по-моему, 6,8 ехал. И то у тебя он, по-моему, ехал в этом. Ручной там включать надо. Ну, я в ручном сейчас А, ехал. ручном? Да, А первый раз? тоже. А, нормально. А если без ручного? Просто в S-режиме. У тебя нету ручного? Да нет, не, он есть, но он на нем так быстро не едет. У него самый лучший это вот S-режим и погнали. С отключением стабилизации. Стабилизацию выключил? Да, по-моему, он одинаково едет. Сейчас Нет. отключу. Давай, отключай стабилизацию. Стабилизацию отключить. Камеру отключаешь? Нет, а хотя, наверное, надо. Я просто не помню, что тут еще отключить. Ну, по-моему, у меня я там замерял и отключал и камеры. И по-моему, стабилизацию отключаешь, он быстрее едет. Ага. Так, ну давай, сейчас я отключу стабилизацию и в обычном, без ручного, да? Без режим. Сейчас я раздевал. Это сколько? До 70. 100. Кстати, больше 160 почему-то не едет. И 101 температура масла. На 70 он ушел. Ну и чё? Ты меня что-то там даже догонял. Да, она не поехала сразу. Я педаль нажал, она задумалась. Ты поехал, потом я поехал. Вот так бывает. Да, в этот раз быстро он не поехал, он задумался. Ну, что, субарский вариатор задумчивый. Чем новее, тем меньше думает. Тесла 97. А чё он? А,
он сейчас без ручного, кстати, ехал. Ты нажал на сигнал, я нажал на старт. И он задумался чуть. Ты стартанул, потом я стартанул. Я видел, что чуть-чуть приближаешься даже в курсе до сотки вот это вот. На 70 ты пошел вообще в космос. На 70. Мне казалось, что ты рядом где-то. Не, оно прям чувствуется. Прям видно, что машина как-то, ну, они вместе едут там рядышком, а потом видно, что он так поехал. Да? Да. Мне как-то не ощущается. Он сейчас 8,3 вообще поехал до 100. Это очень слабо для него. Ну да, он как раз задумался. Крайний заезд мне очень понравился. Ну вот опять 70 он уходит конкретно. 100. После 160 вообще машина долго очень становится. 800 meter. Ну как бы разница в 100 сил. 100 сил. О себе дают знать. Примерно одинаково, да. Ну поначалу да, а потом после 70 ты уходишь. Я имею в виду, что с одной педали, что с двух педалей. А, ну может быть. Может быть. До сотни должно быть быстрее. Ну сейчас посмотрим. Мы еще видеоповтор потом посмотрим. Потому что мне кажется, где-то до 70 тачки в принципе, наверное, равны. После 70 он уходит прям солидно. 7,62 сейчас было с двух педалей, 98 бензин. Ну 7,62 на 98 в принципе для него, наверное, неплохо. Ну с двух педалей. И 7,8 было с одной педали, просто газ. Прикольно. Для 1,8 в принципе неплохо. То есть испытать ускорение чувства вполне. Но если вставать, вот, например, рядом с SJG, пытаться на трассе что-то им противопоставить, то, наверное, будет очень сложно. Хотя поток это дело такое, в потоке сложнее все это. Лучше этого не делать. Вот этот SJG хорошо едет. То есть это не замученная машина. У него пробега всего 115. А с Японии он приехал что-то там 90, по-моему. То есть он не часто ездит, эта машина чисто выходного дня у него. Не мучает он ее какими-нибудь поездками там на дачу или еще куда-нибудь. Поэтому она у него тоже ухожена. А есть SJG, которые могут не ехать. Вот Саня жалко продал с Дальнегорска, который. С ним бы было поинтересно. У него там что-то по 8 секунд постоянно он ездил. Ну что, сколько там? 7,62 с двух педалей. А было 7,3? У него лучше? Нет, сейчас лучше. 7,62 лучше. 7,8 было лучше. Ну вот, значит, у меня где-то около 7 секунд. У тебя, да, наверное. Давай мне этот драги. Да, можно и тебе. Так, подкачали колесо. В общем, правое колесо было спущено вообще в хлам на диске. Левое 1,5 давление было. Так, с режим. Все выключено. С двух педалей, да? Все, 60 он поехал в космос.
есть сейчас получается вообще маленький намек, что я могу ему что-то противопоставить. С двух педалей мы стартанули. Я чуть почувствовал, что где-то я на какие-то там метры догоняю или пытаюсь пройти его. Но потом его турбина раскрутилась, у него турбина больше. И, соответственно, он уехал. Сейчас он, по-моему, дальше всего уехал. С 60 он сейчас пошел уходить. Когда я один катался на СК-5, вот тут же замеры делал в том году, оказалось, что машина прям вообще едет очень хорошо. Но когда вот мы встали рядом 280 сил против 177, то при определенном подходе к 280 силам сразу становится понятно, что 280 сил, если они живые, то они едут. Вопрос только, что не всегда они живые на SJG. Ну и плюс мы на 98-м бензине оба сегодня. Он в спортшарпе едет с двух педалей. На пол корпуса и на 80 он пошел обходить. Сейчас он не ушел. Я тронулся дальше. 160, вот он вообще ушел. Все, дальше не поедет. Помогает двигателям тормозить, вообще классно. То есть чувствуется, что тормоза где-то там на пределе. Ну как они чувствуются? Они просто начинают вибрировать или по стороны в сторону ходить. Но это все лечится методом проточки или заменой диска. Но при этом двигатель ему очень четко помогает тормозить. Это очень классно. Не надо никакие спортшарпы переключать, потому что вот на этой модели, на SJG, там надо еще в мозгу держать, что если тебе не хватает тормозов в S-режиме, ты переключаешь резко в спортшарп, и там он двигателем тормозит. Здесь в спортшарпе нет режима, здесь S-режим. И S-режим автоматически тормозит двигателем. То есть вот в этом плюс. СК-5 в этом имеет плюс. На SJG только тот, кто обладает этой информацией, тот переключит в спортшарпе. Я всегда этим пользуюсь. В потоке, где когда перед тобой какой-то дурачок выскочил, ты понимаешь, что ты держал дистанцию до другой машины, ты никак не ожидал, что сейчас влезет в вашу дистанцию, ну то есть перед тобой какое-то чудо. И я в этот момент сразу переключаю спортшарп и жму на тормоз, и машина останавливается намного быстрее, нежели просто в I-режиме или в S-режиме. Ну вот так. Вот так вот. То есть, зная Subaru, можно довольно-таки неплохо себя чувствовать на дороге. Очень уверен. В любых ситуациях, так скажем. Ну как тебе? Быстрее, 7.36. Мне показалось, он просто потянул быстрее, чем твой. Без затупа вообще. А, ну да, у тебя же медленнее спортшарка. Давай в S. Ты в S-ке с двух педалей? Без ручного? Да. Ну давай. Или вручную. Да, мне лучше бы, чтобы ты без ручного ехал. А как у тебя едет лучше, я не помню. Ты на 80 сейчас начал обходить. В каком ты режиме едешь? Ну в S я хочу-то это как его. Че? Чтобы время из 7 бы выехать. А, ну давай, то есть ты самый злой. С двух педалей в этом, в ручном, да? Ну давай. Самый злой режим используется. Вот на 80 он опять догоняет. Хотя я сейчас тронулся очень хорошо. И вот 150 он ушел. Бессмысленно дальше. Я убрал ногу с педали газа, поэтому так далеко уехал. А так корпуса 2 впереди. Вот сейчас тормоза вообще круто сработали. Без напряга, без ничего. Но я просто пораньше газ убрал и тормозить начал. Не сильно. Потому что это 1.8, да, турбо? Да. Вот это мышечная тема. Ну, лошадей там. Сьюран, давай теперь против тебя гоняться. У тебя двушка, не турбо. Здесь 1.8 турбо. Короче, как стартанешь. До там 60, до 70. Угу.
До 100. В лучшем случае до 100. После 100 он как будто закись рубает и поехал. И ты вроде такой был уверенный в том, что машина валит. Вот эта машина валит. Но после сотки ты просто ничего сделать не можешь. Ты просто видишь, как в «Форсаже» там Моника, помнишь, когда этот Брайан гонялся? 100%. Ты так Да. уезжаешь от него. Один заезд, по-моему, был вровень до конца ехали. Только я не помню, как тронулись. Ну как вровень? Ты дальше? Спортшар. А, да, спортшарка. Ну ты впереди был где-то на корпус, но не уходил. Да. Это один заезд был такой. А в ручном там, да, как бы. В принципе, да, вот если в обычном режиме и в эске, или там в спортшарпе, ну, примерно там где-то на корпус там где-то так. Короче, на форике SJG, чтобы быстро ехать, надо знать, как ехать. На каком бензине и при каких условиях. Потому что если этого всего не знать, то, в принципе, 1.8 может удивить на трассе. В ай-режиме будешь на газ жать, говорит, не едет. И стабилизацию еще не выключишь там где-нибудь. А, кстати, да, я ж потом еще отключил все эти Стабилизации, да? камеры, стабилизации, и вот он начал там ехать, в принципе. Да, еще сотый бензин был бы. Ну да. Но сотом он, ну, паспорт едет свои 6,5. Ну а я, кстати, на 98-м этого 1.8 не замерял. Это, получается, сегодня первый раз, можно сказать, я его помучил на 98-м. И, На сотом, да? да, из двух педалей получилось лучшее 7.6. Просто газ в пол 7.9. Но там чуть-чуть с уклона получилось, а так 8 где-то. А паспорт сколько? А никто не знает, сколько у него паспорт. Вообще нигде данных нет. Вот такая вот зараза. 1.8 реально хорошо едет. Для 177 сил, да? Да, реально. Для налогов 10 тысяч рублей. Против 30-ки. Но все равно же, согласись, вот эти эмоции, когда ты обходишь, и ты понимаешь, что ты уверенно обходишь, они стоят. И вот этой 30-ки налога они стоят. Конечно, стоит. Вот эти эмоции, которые вот прям... За это ты и платишь деньги. Да. И едешь. А ты там со своим налогом в 10 тысяч такой недовольный такой. Меня объехали.